Дорогие друзья, приглашаю сегодня вас связать очень простой узор круговыми рядами. Один прием, два варианта узора. Крючок номер 3, пряжа у меня полухлопок, 160 метров, 50 граммах. Присоединяйтесь, вяжется просто, смотрится очень-очень интересно. Начинаем выполнение нашего узора с 30 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Напоминаю, что вяжем круговыми рядами. Раппорт в ширину 2 петли, раппорт в высоту 1 ряд. И выполняем цепочку из 30 воздушных петель. У вас может быть любое количество, четное 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее, пока не будет 30 воздушных петель. Я выполнила цепочку из 30 воздушных петель. Напоминаю, у вас может быть буквально любое количество, кратное 2, то есть делится на 2. И я замыкаю в кольцо. Обратите внимание, чтобы ваша цепочка не была перекрученной. Ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Вот таким образом. Хорошо подтягиваю. Выполнили. Далее очень внимательно мы с вами будем работать. Смотрите, вот одна полупетля. И если вы возьмете цепочку, вы вот сзади увидите вот такие полупетелечки. Мы будем работать и за эти полупетелечки. Вот. Их хорошо видно. И давайте приступим. Я ввожу крючок, выполняю соединительную и выполняю 3 воздушные петли подъема. Далее накид на крючок. И теперь, как я и говорила, мы захватываем нашу вот эту полупетлю. И выполняем столбик с накидом. Выполнили. Далее очень внимательно мы пропускаем одну петлю и в следующую петлю выполняем то же самое. Смотрите, что мы выполняем. Опять 3 воздушные петли. 1, 2 и третью мы вот таким образом провязываем. Мы с вами выполнили патентный столбик без накида на 2 воздушных петелечках. Накид на крючок. Я захватываю нашу полупетлю вот эту и столбик с накидом. И давайте еще раз выполним. Обязательно пропускаем одну петлю. Напоминаю, раппорт в ширину 2 петли. Ввожу крючок в следующую петлю и выполняю. 1, 2, 3. Вот такой прием. Патентный столбик, то есть столбик без накида на 2 воздушных петлях. Накид на крючок и теперь за полупетелечку выполняем столбик с накидом. И давайте еще раз повторим. Обязательно пропускаем воздушную, в следующую вводим крючок. 1, 2, 3, накид и столбик с накидом за нашу полупетлю. Вот таким образом мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами выполнили наш первый ряд. Ряд сам подготовительный. И теперь я завершаю его выполнение. Ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема. Смотрите, обязательно обратите внимание, что мы пропустили с вами петлю, которую выполняли, помните, соединительную в начале ряда. Выполняем соединительную в третью воздушную петелечку подъема, хорошо подтягиваем. Далее мы с вами будем работать, вот наш столбик с накидом, и мы будем работать, давайте вот я остановлюсь и покажу, за переднюю полупетлю
и за дальнюю или заднюю полупетлю. Как мы будем далее выполнять наш узор? Раппорт высоту всего лишь один ряд, вот наш ряд этот и будет повторяться. Я ввожу крючок, выполняю соединительную. Далее 3 воздушные петли подъема, накид на крючок. И теперь уже столбик с накидом я провязываю просто за дальнюю полупетлю. Вот таким образом. Пропускаю одну вершинку. И в вершинку столбика с накидом ввожу крючок и выполняю наш 1, 2, 3 патентный столбик или столбик на 2 воздушных. Накид. Далее столбик с накидом за дальнюю полупетлю. Пропускаю и над нашим столбиком. Давайте еще раз выполним. 1, 2, 3, накид и за дальнюю полупетлю столбик с накидом. Пропускаем обязательно, то есть мы должны работать только над нашим столбиком с накидом. 1, 2, 3, накид и столбик с накидом. Вот такая красота у нас с вами получается. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами выполнили наш ряд. Напоминаю, раппорт в высоту всего лишь один ряд. Вяжется вот он вот таким образом. Очень просто. Пропускаем вершинку и завершаем наш ряд. Ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную, хорошо подтягиваю. Наш ряд завершен. Видите, вот такая красота у нас с вами получается. И давайте я начну выполнение следующего ряда. Он точно такой же, то есть как вот этот, который мы с вами выполнили. Я ввожу крючок, вот наш столбик с накидом за переднюю полупетлю, напоминаю. Мы с вами сейчас все повторяем. Выполняю соединительную. 1, 2, 3 воздушные петли подъема, накид и вводим крючок за дальнюю полупетлю. Столбик с накидом. Далее я пропускаю вершинку и в следующую вершинку, это столбик с накидом, выполняю мой столбик без накида на 2 воздушных петелечках. Вот таким образом. Накид и столбик с накидом. И еще раз пропускаем вершинку и выполняем 1, 2, 3, накид за дальнюю полупетлю, столбик с накидом. Давайте еще раз. 1, 2, 3 и накид за дальнюю полупетлю, столбик с накидом. Я останавливаюсь, и вот такой интересный и в то же время очень простой, я бы сказала, объемный узор у нас с вами получается. Так вы продолжите выполнять на необходимую вам длину. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать потрясающий, простой и в то же время очень интересный узор. Напоминаю, выполняется круговыми рядами. Раппорт в ширину у нас с вами 2 петли, раппорт в высоту 1 ряд. Я выполнила небольшой образец. Обращаю ваше внимание, что узор красиво будет смотреться, если вы будете выполнять его сверху вниз, снизу вверх и при поперечном вязании. Вот таким образом. Напоминаю, выполняется круговыми рядами. И я, вот мой образец, да, я его вывернула. И хочу показать вам другую сторону. Видите, тоже очень интересный узор получается с другой стороны.
не менее интересный. Можете выбрать буквально любую сторону или использовать в изделиях, допустим, снуд, да, там, где у вас хорошо видна одна и другая сторона вашего изделия. Вот такие узоры получаются. Один прием, видите, да, 2 узора. Напоминаю, вяжем круговыми рядами. Большое спасибо, что вяжете вместе со мной. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы используете такие узоры. Ну, точнее, такой, да, узор. До новых встреч и творческих вам успехов!